Кабачки с овсянкой гораздо вкуснее мяса. Я бы дала медаль тому, кто придумал этот рецепт. И главное, готовится проще простого из самых простых продуктов. Берем один кабачок и натираем его на крупной терочке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы смотрите мои видео. Я очень рада видеть каждого из вас. Натерли кабачок, перекладываем его в миску. Вместо миски вы можете выложить кабачок в сито или доршлаг. Добавляю пару щепоток соли к кабачкам. Хорошо перемешаю кабачки с солью. И оставлю минут на 5-10, чтобы кабачки постояли и пустили сок. Пока кабачки отдыхают, тру на терке одну крупную морковку. Друзья, это очень простой и очень вкусный рецепт из кабачков. Съедается мгновенно, поэтому советую сразу готовить двойную порцию. Морковку натерли, хвостик от морковки с аппетитом съедаем или используем для приготовления супов и бульонов. Как раз кабачки постояли, отдохнули и пустили сок. Набираем горсть кабачков в руки и хорошенько вот так вот сжимаем кабачки, отжимаем из них лишний сок, лишнюю влагу. Посмотрите, сколько много сока выходит из кабачков. Мы его убираем для того, чтобы нам не добавлять в тесто лишнюю муку. Отжатые кабачки отправляем в миску. Сюда же отправляю тертую морковку. Хочу добавить к этим котлеткам еще один любимый ингредиент и тру на терке одну крупную картофелину. Я знаю, что кого-то может испугать мысль о том, что придется готовить что-то сложнее бутербродов, но, друзья, это не тот случай. Лично у меня время на приготовление этих котлет уходит меньше, чем на то, чтобы отрезать кусочек хлеба, намазать его маслом и положить сверху ломтик сыра с колбасой. Зато какие восторги у домашних, когда на ужин у нас такие вкусные домашние котлетки из кабачков с картошечкой. Добавьте к овощам любую зелень, у меня петрушка, можете взять также и укроп. И сюда же разбиваю 2 куриных яичка. Натрите зубчик чеснока, котлетки получатся пикантные и очень вкусные. Все, овощной фарш для котлеток уже практически готов, и теперь щедро добавим сюда специи, соль и перец по вкусу. Специи добавляйте любые, какие вы любите. Если добавите приправу для мяса, котлеты получатся со вкусом мяса. Если добавите приправу для грибов, котлеты получатся со вкусом грибов. Так что выбирайте на ваш вкус ваши любимые приправы и специи. Хорошо перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты объединились. А также я хочу добавить еще один интересный ингредиент и натру в котлеты кусочек сыра. Грамм 100 будет достаточно. Друзья, иногда в комментариях вы у меня спрашиваете, почему я так медленно готовлю. На самом деле блюдо готовится очень быстро, и я вам просто советую вместе со мной начинать его готовить. Подготовьте ингредиенты, возьмите сковородочку и вместе со мной в прямом эфире вы налепите котлеток, и у вас на это уйдет 15 минут времени. Добавляю тертый сыр к овощам и еще раз хорошо перемешаю. Теперь беру обыкновенную овсянку. Это овсяные хлопья. Как видите, они у меня крупные, поэтому я измельчу их в блендере. Если у вас хлопья мелкого помола, их не нужно будет измельчать. Засыпаю в блендер 4 столовых ложки овсянки. Можете взять 4 столовых ложки с большой горочкой. Вжик-вжик и готово. Получилась вот такая овсяная мука. Мы ее с вами тоже добавляем в наше тесто. Или овощной фарш, так будет правильнее сказать. Все перемешайте и оставьте еще минут на 5-10, чтобы овсянка набухла и впитала в себя всю лишнюю влагу, которая может дополнительно выделиться из кабачков. Посмотрите,
Фарш уже постоял, овсянка в себя все впитала, и посмотрите, какая у него густота. Он достаточно густой, хорошо держит форму, поэтому котлетки лепить одно удовольствие. Я хочу обвалять котлеты в 2 панировках, насыпаю в тарелки муку и панировочные сухари. Теперь набираю немного фарша в руки. Руки можете смазать растительным маслом или смочить водой, чтобы котлеты было удобнее формировать и они не прилипали к рукам. И обваливаю в панировке. Вы можете взять любую из панировок, какая вам больше нравится. Можете только в муке или только в сухарях. Я вам покажу 2 варианта, а вы выбираете тот, который вам больше нравится. Посмотрите, котлеты я делаю вот такой вот удлиненной формы, и получаются такие маленькие котлетки или кебабы, или можно назвать их палочки из кабачков с овсянкой, как вам больше нравится, друзья. Тем временем ставим разогреваться сковороду, наливаем растительное масло. Давайте слепим еще одну котлетку и обваляем ее в муке. Вот такая красота получается, котлеты легко лепятся, прекрасно держат форму. Посмотрите, как много котлеток получилось всего из одного кабачка. Я уверена, друзья, что этот рецепт вам понравится и станет вашим любимым. А также я буду очень рада, если вы поделитесь им с вашими близкими и друзьями и напишите мне любой комментарий. Мне всегда очень приятно читать ваши теплые слова. Выкладываем котлеты в горячее масло и обжариваем с одной стороны до красивой золотистой румяной корочки. А аромат стоит, друзья, просто потрясающий, очень вкусно, пахнет специями. Вся семья уже смотрит на меня голодными глазами, и все хотят кушать и стучат ложками, кушать, кушать. Подождите, мои любимые, не стучите, не шумите, еще пару минут и котлеты будут готовы. А за это время я приготовлю просто потрясающий соус к нашим котлеткам. Здесь в миске у меня сметана, вместо сметаны можете взять несладкий йогурт. Добавляю в сметану любую зелень, это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик. Ну и как обычно, соль и перец по вкусу. Не забываем про котлеты, посмотрите, они уже хорошо зарумянились, переворачиваем их и даем подрумяниться с другой стороны. Красота! А мы с вами закончим готовить соус. Вы можете добавить в соус только соль и перец, но если захотите, можете добавить сюда тоже какие-то специи на ваш вкус. Это может быть сушеные травы, базилик, итальянские травы, сушеный чеснок, паприка или острый перчик, если любите. Специи придадут яркий вкус соусу. Все перемешиваем, и соус готов. И котлеты уже тоже полностью готовы. Любимые мои, вы только посмотрите, какая красота! На их приготовление у вас уйдет всего 15-20 минут времени, минимум усилий, и продукты нужны самые простые и недорогие, которые вы найдете в ближайшем магазине. Вы меня часто спрашиваете, что бы такого съесть, чтобы похудеть, и этот рецепт из кабачков как раз поможет оставаться вам стройными и красивыми. Друзья, а вы любите блюда из кабачков? На моем канале очень много рецептов из кабачков, обязательно посмотрите. Я уверена, что вы найдете свой любимый рецепт. Пока готовила котлеты, очень проголодалась. Друзья, это очень-очень вкусно. Рекомендую от души. Буду ждать вас в моем новом вкусном видео. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Желаю вам приятного аппетита, а с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.